Вот вижу как-то греческого образа, в греческом одеянии. Сначала молодой, а потом старший. Мужчина. Да, мужчина. Мгм. Сколько ему лет? Вот был молодой прям совсем, а Мгм. сейчас вот старше показался. Мгм. Вы внутри него или смотрите на него снаружи? Снаружи, снаружи. Попробуйте нырнуть в него. Мгм. Удалось? Ну, темно. Мгм. Вы мужчина. Вы – это мужчина. Да, я мужчина. Мгм. Молодой. Опишите. Да. Опишите его. Ну, вот у меня кудрявый волос, круглое лицо. Я любознательная, мне все интересно. Я много что разглядываю. Хожу со свитком в руках и пером. На мне греческое одеяние с брошкой на левом плече, сандалии. И мне очень жарко сейчас. Я широкими плечами. Ага. И вот я хожу, и все, что я вижу, я записываю вот на этот свиток. Вот А сейчас я кто иду вы? по рынку иду. Я чему-то учусь. Я вот щас иду через рынок куда-то учиться. Ага. А, еще у меня, ну, как сумка, что ли, как через плечо. Ага. Вы как ученик какой-то Да, в я академии? учусь. Да, я учусь, да. Сколько вам лет? Ну, мне что то 29 вот идет. Ага. У вас есть семья? Я не женат, но у меня есть родители, у меня есть сестра. Ну и у сестры есть муж, у нее дети. Вот так. Вы живете вместе с родителями? Да, мы все вместе живем. Мгм. Какое состояние у него? Он из Ну, богатой семьи? он, да, из обеспеченной семьи. Мгм. Кем он хочет быть? Врачевателем. Мгм. Мгм. Вы хотите посмотреть его жизнь или сразу пойдем в последний день? Давайте посмотрим. Давайте. Представьте перед собой линию его жизни и в виде огоньков какие-то значительные события в его жизни. И окажитесь в каком-то самом значительном периоде, моменте его жизни на счет 3. Раз, два, три. Он сидит уже в возрасте, Мгм. идет 56 лет. Мгм. Такой приземистый. Вокруг него много молодых мальчиков. И он им что-то рассказывает. Мгм. И они пишут тоже. Идут цифры, идут буквы, идут, как это сказать, что-то из астрологии, я так понимаю, потому что там планеты, звезды, как-то эти созвездия вижу. Мгм. Он обучает детей, да? Да, да, да. Но почему-то детки не большие, маленькие детки, вот там 7-10 лет, вот такого возраста детки. Мгм. Только мальчики, девочек нет. Мгм. Ну, все времена разделяли. Мгм. А у него есть семья? У него нет семьи, у него возлюбленная погибла, и он не женился. Мгм. Как она погибла? А вот показали картинку быструю, когда было что-то, какое-то, как это сказать, массовое выступление, что ли. И вот на рынке она просто попала
вот в этом массовом выступлении, ну и погибла там. Вот. То есть как-то случайно это произошло. Как он принял решение? Ну, любить ее и никому не отдать свое сердце. Мгм. Он пытался ее спасти как-то, потому что она еще дышала, когда он ее обнаружил. Вот, пытался применить те знания, которые у него были, но не смог этого сделать. И он сказал, что я никогда не буду больше никаким врачевателем, я буду вот, учить детей, учителем. Мгм. У него нет своих детей. Нет, только племянники, дети сестры. Мгм. Ну, их много, что-то человек 6 или 7 этих племянников. Можно сказать, что он посвятил себя Науки, обучению, да, и у него нету личной жизни. нет. Это его предназначение? Ну, он выбрал это, да. Мгм. Как он себя чувствует? Как вы себя Гру- чувствуете? Вот вы грустно, грустно, грустно. Внутри вот эта грусть и постоянно воспоминания о своей возлюбленной. Ну, Мгм. это не тяжело, вот сказать, что прям это тяжело и достать. Нет, он такой, знаете, эм, с грустью, с любовью, с такой вот, таким нежностью вспоминает это все. То есть Вы это всегда в не... таком состоянии? Да нет, нет. Ну, когда дети, он веселится. А как вас Он... зовут? Ой, какие-то греческие буквы идут, но я не могу прочитать. Ну, вот Ага, какие-то Е, там что-то П, на ага, H как-то похоже, не знаю. ага. Не Да. могу прочитать. Так, давайте еще раз посмотрите на линию жизни и окажитесь в следующем значительном моменте на счет 4. Раз, два, три, четыре. Он остановил каких-то всадников, которые на конях со щитами, ну, щиты в руках у них. Он им что-то говорит, сзади пусто, опять эта узкая улочка. И он готов погибнуть даже, быть затоптанным камнями, но он считает, что он должен их остановить, сказать им, ну, что-то вот говорит им такое, очень убедительно говорит, твердо стоит на ногах, и они, потоптавшись, злые, но уходят обратно, откуда пришли. А он, уставший, опускается на булыжную мостовую. И у него очень болит в груди. Это как, Тяжело сердце? дышит. Да, да, тяжело дышит. Он отдал всего себя, чтобы вот это остановить. И у него такая мысль, что я готов к тебе прийти уже, любимая. Он умирает? Ну нет, я не вижу, что он умирает. Он еще дышит. Выходят Мгм. люди, помогают ему подняться. Мгм. Но да, ему уже тяжело. Сердце А тяжело, да. но он чувствует, что он сделал что-то важное. Да, да. Он спас этот город от разрушения, от, как это, от разграбления. Мгм. У него авторитет большой. Да, его уважают. А кто он? Какой-то занимает пост важный? Нет, нет, он не занимает важный пост, но очень много людей к нему приходят за советом, за помощью, за поддержкой. И он поддерживает их не столько там, ну, чем-то материальным, потому что все наследство, которое досталось ему от родителей, он раздал. Он живет вот в доме родительском, там же, где сестра, вот, с детьми и мужем. А он больше словом помогает.
Мгм. А он не Ну, лечит детей? нет, он не лечит. Мгм. Но он обучает детей? Да, обучает, но не лечит. Мгм. Можешь сказать, что Хотя, он доволен? да, он доволен. А есть сожаление? Нет. Он М. принял жизнь в том виде, в каком вот она ему дана. Мгм. А он вспоминает прошлое? Но он вот чаще всего он вспоминает только свою возлюбленную, как она погибла. Вот это самая яркая картинка. Он любит своих учеников, которые, став взрослыми, к нему приводят своих детей. И он очень этому радуется. Мгм. Можешь сказать, что он учитель начальной школы? Ну, что-то вроде этого, да. Там у них там называется Колизей или как там, ой, не Колизей, а гимназия, да? Что-то такое. Гимназия, ну да, вот он почему-то именно с такого возраста не, ну, подростки к нему приходят, но он их не учит. Вот он именно с детьми как-то 10, 8, 12 лет, вот с ними большую часть времени, как-то вот с ними ему нужно быть. Хотя подростки приходят и также на уроках его присутствуют, им интересно, но он не учит. Нет. Просто вот они как слушатели к нему приходят. У Мгм. него есть, как это сказать, ученики, последователи. Мгм. Есть у него, да. Их было 5, а сейчас 4. 5 куда-то ушел, далеко ушел, он не знает куда. Это был самый талантливый его ученик, и он ушел. Но он, как это, позволил ему это сделать, уйти, понимая, что это его путь, его выбор, его дорога. Мгм. Вот. А эти 4 рядом, двое прямо здесь, в этом же городе, где он живет, а двое в других городах. Ну, и иногда они встречаются, они приезжают к нему просто как уже к учителю. Мгм. Вот. А чему он их учит? И вот я смотрю, да, чему он их учит. Он учит их разговаривать с людьми, уметь разговаривать с людьми, Мгм. уметь ам, убеждать их отказаться от разрушительных деяний. Вот как-то так. М. Можно сказать, что он философ? Да вот больше как-то оратор у меня идет. Мгм. Но у него есть, как их, враги, хотя он к ним нормально относится, знает о них. Это тот, кто присутствует во власти в городе. Ну, кто-то там не любит его. Он очень какой, как это, властвующий, не властвующий, влиятельный эта фигура. Мгм. Но эта фигура не трогает его. Мгм. Зная, как любят его жители и ценят его, он не трогает его. Хотя мелкие пакости какие-то да происходят, вплоть до того, что даже чуть ли не отравил его однажды, подослав ему какого-то там человека с какими-то явствами, сказав, что это там от кого-то как благодарность. И, в общем-то, было такое, да. Потом ему объяснили, кто это приходил и что приносил. Ну, он готов, после того, когда погибла его возлюбленная, в любой день погибнуть, поэтому смерть его не страшит. Нет. М. Я вот даже вообще удивлен, что дожил до такого возраста. А сколько ему там лет? 56. Мгм. Но вот все чаще и чаще его беспокоит сердце и одышка. Ему тяжело становится дышать, когда он пытается идти в гору. Приходится на ступеньки опускаться, чтобы отдохнуть.
И тут же появляются ребятишки вокруг него. А у него есть хобби? Хобби. Чем он занимается в свободное время? Он любит заниматься астрологией, он любит разглядывать созвездия. Вот все, что связано с астрономией, со звездами, вот это вот. Да. Ну как, он этому не учит, но среди его знакомых есть ученые-мужи, которые знают, совершенно знают эту науку. И он с ними разговаривает на эту тему, как на равных. То есть обмениваются там знаниями, как-то какими-то открытиями. Да. У него есть, кстати, мечта. Мгм. Ну вот она не исполнилась до сих пор. Где-то в какой-то азиатской стране, Персии, что ли, вот как идет, очень много ученых лучше знают эту науку, а, астрономию, и вот он бы хотел туда попасть, чтобы больше погрузиться в эту науку. Мгм. Вот да. Учиться у них? Да, учиться там у них. А как он относится к женщинам? Ну, как? Ну, они Как есть. вы, как вы относитесь к женщинам? Как он их видит, он видит их красоту. Вот он, будучи молодым человеком, чувствовал от них внимание, но вот настолько он сердцем предан своей возлюбленной, что он не может ни с кем быть больше. Мгм. Хочет. Она единственная. Мгм. Ну как, пойдем дальше в какое-то другое? Да, пойдемте. Давайте еще один момент посмотрим. На счет 3. Значительный момент его жизни. Раз, два, три. И вот он уже умирает. Мгм. Где он находится? Он находится дома у себя, в доме его родителей. Вот. И просит подойти младшую племянницу к нему. Он ее очень любит, эту девочку. Она лет 17-16, красавица. У него в руках кольцо, которым подарил своей возлюбленной. И он отдает ей это кольцо в ладошку. Мгм. И говорит, что ты просто обязана быть счастлива за нас двоих, за меня и Капитолию как-то, Камато, не Капитолию, как же имя какое-то такое интересное, Кавитолия, как-то Кавитолия вот у меня идет. Мгм. За нас двоих, да. Она плачет, целует его руки, он гладит ее по голове. А сестра? Ну, где-то они здесь, но вот сейчас ему важно отдать самое ценное, что у него есть, своей любимице племяннице. Мгм. Как он себя чувствует? Он доволен Он своей очень, жизнью? да, он очень спокоен, он готов перейти в другой мир. Нет сожалений? Нет, никаких сожалений нет. Он делал все, как вот душа ему велела, ничего не останавливало его на этом пути. А сколько ему лет? 58, Мгм. 68, нет, 50, Мгм. 58. Мгм. И сейчас делайте вдох, и на выдохе душа вылетает из тела. Что вы чувствуете?
душа? Ну, я какой-то невесомый какой-то. Я в пространстве а, бело-золотого цвета внутри этого пространства. Я А вы дома, видите, я дома, вы уже дома так быстро? да, я дома. Мгм. Кто вас встречает? Ну, знаете, как птички на жердочке сидят, вот кто-то там также сидит, будто бы. Это мои, ну, как друзья, вот если земным языком объяснить. Мгм. А как они выглядят? Ну, вот как птички какие-то, бабочки, Мгм. стрекозы, что-то среднее такое, Мгм. что такое воздушное, легкое, иногда пестрое, иногда золотое. Как-то это Висят все. в воздухе. Ну да, ну как будто бы на жердочке, но на самом деле ничего нету. Они в Мгм. воздухе, как и я. То есть я легкое, свободное. Мгм. И мы Как вы рисуем, ой, как это, разрабатываем, что ли, план, как мы будем при следующем воплощении на Земле взаимодействовать друг с дружкой. с кем вы разрабатываете? Ну вот с этими моими друзьями, душами. Мы не план, договор у нас какой-то идет. Мгм. А где вы видите вашего духовного наставника? Ну вот сейчас он обозначился, но он, знаете, видимый и невидимый. Он большой, очень большой. Как-то как на Дед Мороз похож. Мгм. Только другая одежда на нем, свободный такой балахон. А так борода, Как старик, Дед Мороз? да, да, очень мудрый. А глаза у него, ну как, если это можно назвать глазами, какие-то вот знают Мгм. все знают. И он очень строгий, очень строгий. И мы сразу так замолкли, потому что до сих пор там щебетали, а тут замолкли, затихли и готовы слушать его.